Всем привет! Это видео будет о ремонте подогрева сидения, в частности на сидении экскаватора-погрузчика Volvo BL71B. Но по такому же принципу, думаю, и на других строительных техниках, да и на легковых, скорее всего, автомобилях все устроено. Ранее у меня уже был опыт по ремонту подогрева сидения на легковых автомобилях. Но разница заключается в том, что на тех автомобилях, на которых я ремонтировал подогрев сидения, там подогревающий элемент был приклеен участками поверх поролона. В данном же случае на данном сидении обшивка приклеена полностью к поролону. Клей использовался какой-то эластичный, чтобы был он не жесткий и мог изгибаться. Думаю, примерно технология была следующая. Стояло ведро с клеем, какая-то немка намазывала этот поролон, потом наносилась обшивка. Да, сиденье немецкое, оно Made in Германия, 15 мая 2014 года. У данного сиденья имеется пластмассовый каркас. Вот провод подогрева заходит в поролон. Видео получится не совсем как задумано было, так как я уже начал процесс ремонта и только потом подумал, что моим зрителям и подписчикам может быть это интересно и, возможно, пригодится. И вот как происходил ремонт. Я снял нижнюю подушку с сиденья. Она крепится всего лишь 4 саморезами по углам. Открутив саморезы, я приподнял подушку и отсоединил фишку проводов. К фишке подключил тестер и замерил питание. Питание на подушку приходило. Затем, уже в помещении, я подключил тестер к колодке и замерил сопротивление. Естественно, тестер показал обрыв. Оно и понятно, так как нижняя подушка не подогревалась. Мне пришлось отрывать обшивку, так как она приклеена к поролону по всей площади. Ткань отрывалась достаточно просто. Этот процесс был пыльным. Хотя я соблюдаю чистоту в кабине, как в операционной, но пыль под обшивкой все же была. Представляю, что находится под обшивкой в тракторах, где абсолютно не следят за чистотой. Так как обшивка демонтирована, я ее решил постирать. Как вы можете видеть, в правой части, где провод заходит в поролон, имеется термопара. Это датчик, отключающий подогрев при перегреве. Чтобы до него добраться, пришлось вскрыть поролон. В общем-то, здесь и был обрыв. Но поиски обрыва я начал не с термопары, а до нее добрался в самом конце. А сначала я прослеживал нагревательный элемент путем вытягивания его из поролона. В одном месте пришлось вскрыть изоляцию для измерений. Затем заклеил это место тканевой изолентой. Наконец, когда нашел обрыв, устранил его. Нагревательный элемент обжал с проводом и пропаял второй провод термопары. Уложил термопару на место и приклеил нагреватель к ее верхней части. Оторванный кусок поролона приклеил на место. Вытянутый нагреватель уложил на свое место. В отличие от других сидений, вот по контуру ткань тоже приклеена, а не на клипсах, как на многих других.
Я планирую все это клеить на обувной клей, так как он тоже эластичный. Наносить я буду это все щеткой. А по контуру ткань я буду приклеивать бешеным клеем. Как это будет выглядеть, еще пока неизвестно. Ну, посмотрим. Пару слов о самом нагревательном элементе. Вот провод заходит просто плюс-минус. Заходит вот в эту часть. Это получается задняя часть сиденья. Вот я уже сейчас разбирать, естественно, не буду. Вот в этом месте находится термопара, так скажем, или температурный датчик, который размыкает цепь при перегреве. От одного провода, заходящего, нагревательный элемент пошел по участкам. Всего тут два нагревательных элемента. Один и другой. И они, значит, другой конец нагревательного элемента подключается к термопаре. Нагревательный элемент в конце проходит над термопарой, чтобы при перегреве цепь размыкалась. На данном сиденье нагревательный элемент графито-медный в оболочке, поэтому он не паяется, его нужно только обжимать, что я и делал. Проблема была вот как раз в этом участке. Нагревательный элемент прошивается вот таким образом через поролон. В этом вот и заключается сложность поиска перегоревшей части нагревательного элемента. Но я нашел. Потом при помощи тестера все замерил. Сопротивление имеется. Так вот, не будем долго размазывать. Еще сложность данного процесса заключается в том, что у поролона имеются вот такие вот желобки. Не знаю, для чего это. Возможно, чтобы стекала жидкость. Откуда ей бы взяться там, непонятно. Ну да ладно. Так вот, в этих желобках ткань это обычный велюр, должен быть тоже приклеен. Иначе будет здесь воздушный пузырь. Вот мы попытаемся это также сделать, как у них на заводе. Для этого я буду использовать поролон. Клея у нас, конечно, не так много, как хотелось бы. Попробуем, как это будет все выглядеть. Да, клей бы, конечно, надо бы побольше. Думал, чем клеить. Потом пришел к такому выводу, что лучше обувного клея тут не придумаешь, потому что он эластичный. Клеить буду в два захода. Сначала приклею все вот это вот место, где желобки, а потом уже контур. Ну вот и все, что у нас имеется. В общем, придумал я, чем еще можно клеить. Практически то же самое будет. Это клей BF6. Применяется для заклеивания ран на коже.
В данном случае даже это лучше в том плане, что он быстрее высыхает. Главное успеть нанести. Так, допустим. Теперь наносим ткань. Вот заодно ткань постиралась. При желании можно ее было бы, конечно, и заменить. Но такого желания у меня что-то не возникло. Так, примерно в таком положении было. Здесь следы от желобков остались. Так, теперь, чтобы это все приклеилось в желобках, вот прикладываю вот так вот поролон. И утяжеляю это все дело. Все оставляем на некоторое время, чтобы это все приклеилось. После того, как приклеил ткань в том месте, где желобки, оставил сохнуть примерно на 12 часов. Как раз навалилась работа, и дальше снимать видеоматериал было некогда. Пока сиденье сохло, я работал на сиденье, на котором вместо подушки было уложено толстым слоем покрывало. Затем я промазал обувным клеем боковины поролона и приклеил обшивку. А контур натягивал и клеил суперклеем. Только именно гелем, а то жидкий суперклей пропитается в ткань и появятся пятна. После этого прошло еще часов 12. Я установил подушку на место, подключил фишку проводов и прикрутил саморез крепления. Вот что в результате получилось. Если не знать о ремонте, то очень сложно что-то заподозрить, что оно полностью разбиралось. Все желобки приклеились, как и было до ремонта. Ткань обшивки стала более чистой. Конечно, за 8 лет и 16 тысяч мод-часов немного появились потертости. Подогрев сиденья теперь работает и греет и душу, и тело. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, не жадничайте, не убудет. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем добра и тепла. Пока.